Сухарница. А это что за милая вещица такая? Ну, это как Элла мне присылала, иголочница. Но вот это, наверное, уже просто так. Кто-то сам сделал такую историю. Ну, возможно, что-то одевать. На ту же бутылку, к примеру. Ситечка. Шкатулка. Мейсон пишут. Вроде бы как. Что-то там внутри лежит еще. А? Не открывается. Флакончики под масла. Для масел флакончики. Внутри. Золотыми крышечками. Старенький медальон. Как красиво. Ну, много сумочек. Ну, немного, но несколько, да? Вот этот вариант интересный. С рисунком, мелкий бисер. Ну, подобные вот у меня уже есть. Ну, вот со сценкой нет, у меня цветочный, а со сценкой таких нету. Здесь застежка необычная, видите, да? Смотрите, какое зеркальце. Но это не металл, это силумин какой-то. А выглядит, конечно, красиво, можно покрасить, обновить. Ремень какой-то мощнейший. Шелковый халат. Вот это вещица. Вот это очень красиво. Стойка-воротник. Боже, какой он яркий, какой красивый, действительно. 1015, наверное, стоит. Ну, это я от себя говорю. Добрый. А сколько так? 7500 он стоит. Ну, красивая вещь, конечно. Вот так. То есть мужчине можно прийти и выбрать вот так подарок. Если он не понимает в фарфоре, еще в чем-то, бижутерии, то вот шикарный подарок. Я вам снимал давно-давно как-то. Но вот сейчас они стоят по-другому, и можно освежить память. Может быть, и не все снимал. Помню, что вот эту снимал. Эту. Помните, да? Вот это необычно. Но здесь вот другие есть теперь. Не менее хорошенькие. Вот такая маленькая. Возможно, даже там бинокли, не знаю. Вот это красивое с медальоном. Тоже варианты. Видите, даже есть зажигалочка. Вот к ним ко всем там зажигалочки, наверное, папиросницы, да? Тоже необычная вот с птицей. И эти какие-то парчевые, вот какая-то красивая царская прямо. Ой, а сережки, посмотрите, какие здесь лежат. В родной коробочке на бархате. И под ними был какой-то цвет, а этот уже выленил, да? Красота. Это ж кого-то пролежали вот так они. Обалдеть. Это тоже какая-то необычная, да? Все в ней намешано. Ну, они здесь все красивые. Ремни, пояса. А с гобеленом здесь наверху. Здесь тоже ремни интересные. Две мышки крепеж. Две черепашки крепеж. Вот такой-то красный, необычная застежка там. Это рыбка. Не знаю, что это за рыбка. Тоже сумочка. Ах, какие красивые вот эти. Как королевские подвесы. Это, наверное, на сумочке такие цепочки. Броши. Парочка с открывающимися кувшинами. Тоже необычное решение.
здесь барышня чулочки поправляет. Вот такая фигурка. Ну, если кто не знает для чего, то можно двери подпирать, чтобы они не закрывались. Девочка играет перышком с котиком. Вся всклокоченная такая. И здесь еще один котик сидит. Красивая вещица, бронза, видимо, старая. Прекрасная вещь. Необычные, правда, эти верхушки. Английское серебро. Легкие-легкие, тонкие-тонкие. Очень легко погнуть все это. Тут столочек какой-то невероятный с медальонами. И газетница. Это дровница возле камина, ну, либо газеты складывать. А вот сейчас прям совсем недорого отдают. Вот здесь красивый натюрморт, но зеркало с подсвечником просто не передать, какая роскошь. А это вазочка с рыбками такая. Ну и лежит, вот стоит везде, здесь как раз чернильница, но мы с вами ее уже видели. Зеркало меня поразило, прелесть, красота. Кувшинчик красивый. А зачем лишние слова? Красивый, но есть красивый. Барышни старые, очень старые куколки. Видите, у нее ручки какие, как сделаны. Ой, ну какая прелесть вот это. Вообще цветочки трогать даже нельзя, чтобы они не обломались. Ну, работа прелестнейшая. Стол здесь тоже вот такой. Резной, расписной весь. И столешница, и внизу, и ножки. И даже тут лицо мальчика. Подстолье. Но продавцы уже начинают собираться. Уже все начинают собирать. Укладывают в коробки все. Флорентийские подносики. 1500. Мне очень красивый флорентийский поднос прислала из Германии Елена. Я вам его еще так и не показал. Шкатулка. Салфетница. Бисквитница крупная такая, видите, большая. За 25 они ее продают. Одинокий стоит в шикарном качестве. Аппарат. Цену не знаю. Ну, красавец. Большой такой. На заводе. Ну, в смысле, заводится. 8700 зеркало. Тяжелое какое. Сохранилось родное, фальцет. Пломбы стоят. Вот еще вариант чернильницы. Тоже с подсвечниками. Раздвигаются они, видите, в стороны подсвечнички. А кисть вот эта вот, не знаю, почему она тут, что она тут делает. Ух ты, тяжелый кубок. Бронза, я так понимаю. Что-то даже там написано, 915 написано. Посмотрите, какие настольные. Интересно, они действующие? Какой-то циферблат интересный. Ходят, говорят. Что-то невероятное. Какая-то старенький светильник, необычный. С колокольчиком. Или колокольчики просто на нем висят. И интересное украшение из меди, из льва.
латуни. Куколка в ситцевом платьичке. И на голове у нее вот такой ХБ. Как они назывались-то? Тоже память отшибла. Как назывались? Назывались. Сережка такая миленькая, нежная. Чепчик, да? Чепчик. Напоминает ту шкатулку, в которой бутылочки под масло. Да? Ну, по своей стилистике. Красивая вещица. Ну, наверное, все-таки это пепельница, я так понимаю. Такая барышня, которая собрала виноград, но, увы, она разбила свою корзинку. Поэтому, наверное, идет уже со скидкой. Тарелка со стрекозками. Но вот эта картинка, конечно, вместе с этими ландышами смотрится шикарно. Еще один вариант сумочки с вышивкой. Довольно-таки крупненькая, и состояние у нее роскошное. Очень хорошее состояние. Здесь стоит две мои мечты. Вот такое кашпо. Одно и второе здесь есть. Жардиньерка. Крючки. Щипцы колоть, орехи. У меня есть подобные, только все витые такие. Совок роскошнейший. Валь, что с ней творится? Смотрите, я вас накормлю. На кольцо можно повесить. Крючочек очень понравился. Ну, здесь разные варианты. Я вот нарыл вот такой. Здесь также пепельнички есть. Бронза-латунь. Такая побольше чеплашечка. Ключики. Ну, конечно, понравился. Тоже красивая витрина. Видите, изобилие, роскоши. Чего здесь только нет. Вот это подсвечник, я так понимаю. Подсвечник, да? Что? Подсвечник? Нет, не можно как подсвечник использовать. Но это от вазы. Ваза разбилась, а даун. Это даун. О, шикарно, да. Подсвет. А такая сколько стоит? Такая 4. 4. Очень красивая. Прям королевский коврик. Вот этот стол я вам тоже не снимал. А здесь много красивого всего. Например, вот эти планшеточки какие-то старенькие, шелк там, внутри шелк. Здесь бархат и кольца, на которые повесить можно. Хрустальный светильник. Еще хрустальные предметы. Подложечки. Салонки. Вот тоже бомбонерка интересная. Форма обычная, но рисунок красивый. Здесь целиком сервиз. Вот еще одна шкатулочка. Помните, на таких ножках я вам уже показывал совсем недавно. Ох, как внутри-то красиво. Что-то у нее есть. Депоза 456. Франция, да, по-моему, это? Да, Франция. Угу. Очень красиво. И вижу здесь зеркало тоже. Вот это посеребрение, да? Посеребрение? Смотрите, какое интересное. Тяжелое, очень тяжелое. Как говорит моя мама, возьмешь в руки, маешь вещь. Это не знаю, что это, для чего такая, с улитками. А это для чего? Неизвестно, да? Ну да, интересно видеть. То для чего? Так, а вот это штопор, посмотрите, какой необычный. Это штопор коллекционный. Коллекционный, да. Открывать виноградные вина. А, кольца вижу с лягушками. А кольца сколько стоят? По 3000.
По 3000 для салфеток колечки. Необычная пряжка, старенькая. А такая пряжечка? 4. Клоузане. Редко встречаются. Очень красиво. Здесь еще одна. И салонки клоузане. Перечницы. Ножницы старенькие. Тоже как хорошо на этой подложке все смотрится. Салонки. Нож для открывания писем. Металлический. А такой сколько стоит? 8. Бронза. Потому что тяжеленький. Вот необычная какая ручка у ножа. Очень красиво. Ну, хорошие предметы здесь, да. Ну, такие тоже мечтают для штор. Подхваты. Вот еще один вариант есть. Я, по-моему, их, кстати, видел на Авито. Вот эти и те, и другие подхваты. И там еще у них много всего красивого. Подойти только нету. Хотя вон там есть подхват. Но не буду прорываться. Я не всех еще знаю продавцов. Но вот красиво много. Кстати, здесь у них наверху еще висят варианты. Зеркало. Еще одно зеркало. То есть тут можно... Мальчик вот такой металлический. Во что-то вставлялся. Может быть, у него продолжение было, а может быть, он... Не знаю даже для чего. Зажигалка вот такая большая. Необычный предмет. Вот они что-то тут поднимаются. Штучки эти. А здесь, не знаю, в родной коробке или не в родной, но вот какая-то красота для дамского столика. Флакон на ножке, на какой роскошный. Здесь пиала. И, видимо, для нее вот эта крышечка. Нашего стула, того, помните, в первой серии был, убрали куклу, и вот он открылся. Посмотрите, какой красивый. Какой-то невероятный. Весь блестит, сверкает. Перламутр здесь вставлен, как в моей кровати антикварной. Очень красивый. Просто не передать. Хочется посидеть на нем. Чайку попить. Красивый, да, действительно красивый. Еще этот стол стоит здесь в дополнение с мраморной столешницей. Роскошь, конечно, что говорить. Ну, когда-то свой хозяин найдется у него, у этого стула. Здесь, посмотрите, какое зеркало лежит. Это же чудо из чудес. $4000. Красота для красавиц. Вот возьмешь его в руки и уже себя будешь чувствовать красавицей или красавцем. Не меньше. Завораживает. Мечта любого будуара. Пластинка Мадонны. Или это только... Пластинки нет, это только чехол. Путти светильник. А это в дверь стучать такая штука огромная, большая. Ой, какой хорошенький. Их даже два здесь. И лампа. Лампа 18 000. 800 рублей. Прелестная вещица. Ну, может 8000, может 800, не знаю. Вы скучали, как всегда. Теперь мы вместе. Да, да, да. Начнем сегодня. Это важно, непринужденно и вальяжно, без промедления. За дело и смело я всем спою за вдохновение. Всем спасибо.